Всем привет, народ! Я думаю, многие из вас видели или встречали людей, которые говорят полнейшую тупость. И они верят в весь этот бред, который они говорят. Я даже скажу больше, есть люди, которые просто уверены, что это правда, а все, кто пытаются отрицать это или опровергнуть, то эти люди лжецы или их подкупило правительство. На дворе 21 век, и как вы знаете, человечество развивается, технологии идут вперед. Например, люди стараются уйти от бумаги и перейти на электронику, ведь это куда удобнее и намного быстрее. Но, к сожалению, есть люди, которые в силу своей глупости или необразованности замедляют этот процесс. В так называемом пенсионном фонде у нас снимается дактилоскопия. Смотрите, оценка качества, пальчиком нажимаете, да, и все, отпечатки пальчика вашего улетели. Да, вы все правильно понимаете. Есть люди, которые считают, что сенсорные экраны крадут отпечатки пальцев. И поэтому вы отказываетесь от того, что сделано для вашего удобства и удобства работников. Ведь сейчас чуть ли не везде используются сенсорные экраны, банкоматы, терминалы и так далее. И всего в пару кликов вы сможете сделать все, что вам угодно. Снять деньги, положить деньги, сделать заказ там в Макдаке или еще где-то. Вам настолько скучно живется, что вы хотите и себе, и другим усложнять работу? Хотя это, скорее всего, наверное, паранойя. Давайте посмотрим, что же она скажет дальше. И улетели советские золотые рубли с вашего номинального советского счета. И так сейчас будет на каждом шагу. Да кому нужны ваши эти советские рубли? Я понимаю, если бы у вас там биткоины лежали. Я думаю, и так понятно, что это полнейший бред, но давайте попробуем разобраться в этом. Во-первых, кража отпечатков пальцев, она нафиг никому не нужна. Или я, возможно, чего-то не знаю, потому что когда ты регистрируешь счет в банке, ты ведь не сдаешь отпечатки пальцев, чтобы потом с помощью отпечатка пальцев получить доступ к этому счету. Имея отпечатки пальцев, невозможно получить доступ к какому-нибудь банковскому счету или оформить кредит. А также, камон, вы ведь не просто так пришли в этот пенсионный фонд. Скорее всего, вы писали какое-нибудь заявление или расписывались за получение денег или еще что-то. Вы оставили просто огромное количество отпечатков пальцев на листе бумаги, которые заполняли, или на ручке, которые это заполняли. Я уже молчу про стол, про дверные ручки и так далее. Если бы им нужно было, они бы уже давно получили ваши отпечатки пальцев. А во-вторых, экран, который считывает отпечатки пальцев, вы серьезно? Вы что, фильмов насмотрелись? Как много телефонов или каких-то других устройств вы видели, которые считывали отпечатки пальцев по всему экрану? Ведь даже в самых современных смартфонах подэкранный сканер отпечатков пальцев может охватывать маленькую область. Ну ладно, давайте смотреть дальше на этих горе-детективов, которые раскрыли заговор правительства. А покажи, что там. Техпараметров. Вот техпараметры, вот здесь номер. Угу. И названия даже нет, ни фирмы, ни вообще ничего, да. Никаких сходящих данных, кроме номера. Сокрытие информации, единственный цифровой номер. Угу. К чему он имеет отношение, то напишем. А у вас есть техническая документация на прибор, девушка? Куда вы ушли? О мой бог, они еще и пристали к работнице пенсионного фонда. Она и так там устает, потому что к ней приходит огромное количество пенсионеров, которые что-то не так поняли, или у них не получается и так далее. А тут еще вы пришли, вы крадете наши отпечатки пальцев. Что это за прибор? Оставьте людей в покое. Я имею в виду не вас лично, а вашего фонда. Нам нужно к понедельнику нам. Или подготовьте нам к понедельнику ее. А, так они еще собираются приходить? Да уж, не завидую я тем, кто там работает. Да и вообще, ну предоставят они документацию, и что дальше? Вы скажете, это обман, это неправда. Разберут вам устройство, вы скажете, ну вот эта штука крадет, а это будет просто тачскрин, или может быть, я не знаю, стекло от экрана. Увидите шлейф, такие, вот эта штука крадет. Вы ж не понимаете в технике, поэтому вам бессмысленно будет что-то доказывать. И мало того, что они уверены в своей правоте, так они еще заражают этой глупостью других. Вы только посмотрите на комментарии. Дикий ужас, благодарю за просвещение. Офигеть, видео в топ, респект вам. Почему работники пенсионного фонда не интересуются у начальства своего, что это и для чего это? Нет слов. Скажут отраву выставить, и это сделают. Люди, опомнитесь, что творите? Ради денег продаете всю совесть? Если вы думаете, что это просто один видос или случай, нет, вы сильно ошибаетесь. Она в каждом заведении, в котором только не бывает, она докапывается просто до всего. Это просто паранойя. Подозревает в слежке вообще всех. Не доверяет технике, а половину видосов это якобы распыление в воздухе гребаных химикатов. И потом я узнал, что таких людей просто огромное количество, которые записывают каждый пролетевший самолет и след, который он оставил. И все это с комментариями о том, что нас травят, люди, очнитесь. Он первый пролетел.
распылил какую-то шляпу. И полетел второй. То же самое. Нас травят нафиг. Это над Новосибирском. Фигня какая-то. То ли что-то распыляют, что ли. Кто-нибудь в курсе? Вот они пошли распылять. Вот. И таких подобных видосов тысячи. И хрен его знает, тут смеяться или плакать, потому что как бы и так понятно, что это бред, но есть же люди, которые действительно считают, что это правда. Хотя это гуглится за пару секунд, и первой же ссылкой вы можете почитать об этом в Википедии. И причем таких людей просто огромное количество, их столько же, наверное, сколько и людей, которые считают, что Земля плоская. И, кстати говоря, у меня на канале уже был видос про людей, которые считают, что Земля плоская. Если вам интересно, ссылка будет в описании, или вот выскочила аннотация. Ну ладно, давайте вернемся к этим тупым теориям заговора. Ведь, как вы знаете, глупость, она забавная. Дорогие друзья, внимание, это удостоверение работника органов внутренних дел, который сейчас любезно расскажет вам о себе, но вначале мы покажем вам что-то, что вот лично меня шокировало до глубины души. Вы видите здесь баркод. Ну, я думаю, вы понимаете, к чему идет. Они будут сканировать баркод. Ну, знаете, как на товарах в магазине. Это кодированное изображение, которое читается сканером. Так, сканируем. Чуть-чуть. О, все, есть, готово. Работал. Вот. Итак, дорогие друзья, обратите внимание, это товарный знак, зарегистрированный в USCA. US это United States, а CA это штат Калифорния. Вау, вот это да! Вы же понимаете, что ваш сканер имеет базу данных товаров для магазина и так далее, а там используется совершенно другая база, и там эти цифры будут значить совершенно другое. Ну так ладно, к какому выводу они пришли? Вот так вот. МВД РФ это коммерческая, фирма, которая зарегистрирована в Калифорнии, Соединенные Штаты Америки. Вот он, да, код, который был сканирован, Да. тоже зафиксирован. Вот так вот, вот так вот. А теперь вот пару слов о себе еще раз, если можно, простите, у нас не получилось с первого дубля. Полковник милиции в отставке Климов Александр Викторович. Начинал с патрульной постовой службы. Честно и правильно, 30 лет работал в погонах, служил в милиции. У меня просто нет слов. У людей, возможно, просто маразм начался на старости лет. Я хз. Хотя, скорее всего, здесь даже дело не в старости. Да даже есть люди, которые считаются умными, у них там сколько-то степеней, всяких там законченных универов и так далее, но они все равно верят в подобные теории заговора и так далее. Но и самое забавное то, что я лично знаю таких людей, и им невозможно доказать, что они не правы. Они будут до конца стоять на своем, а если их прижать, то они скажут: ну, мы же не знаем, правда это или нет. То есть это максимум, что у вас получится сделать. Сделать так, чтобы он мог сказать, что мы не знаем правды. До этого он настаивал на том, что он прав, а сейчас мы не знаем правды. Что ж, ладно, а на этом все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока.